Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Точка невозврата пройдена или уже скоро? Спустя 2 недели с начала конфликта нефть еще не стоит $200 за бочку. Да, газ подорожал, но большинство все еще сидит на зимних запасах. Александр, наступил ли переход, когда от нехватки, от паники на бумажной нефти к фактической нехватке нефти в танкерах, в море? Сколько времени потребуется на восстановление поставок и когда будет час X? Пока мир находится в ситуации прерывания стабильности поставок. И вот как считают некоторые коллеги, скоро конфликт закончится. Это значит, что стадия прерывания стабильности поставок продлится еще какое-то время. За это время можно будет парировать выпадающие объемы за счет стратегических запасов, а потом подоспеют восстановившиеся объемы поставок из стран Ближнего Востока. Но про стратегические запасы. Сейчас собираются вбрасывать на рынок порядка 400 миллионов баррелей. Это и Соединенные Штаты, Япония и ряд других государств. Это далеко не первая распродажа, и даже распродажа 2022 года была не первой, она была второй крупной распродажей за короткий промежуток времени. А большая первая распродажа началась в четвертом квартале 2021 года, когда Соединенные Штаты решили вбросить на рынок по миллиону баррелей в сутки, 50 миллионов, из стратегических запасов. Они призывали другие страны, включая Великобританию, Китай, ну то есть прочих держателей запасов, их распечатать, бросить на рынок, чтобы сбить цены. Зачем им было сбивать цены, хотя они тогда были не очень высокими? Ну потому что конкретно в Соединенных Штатах, конкретно руководство Соединенных Штатов перед приближавшимися выборами 2022 года, промежуточными выборами, начали критиковать за дорожающий бензин. Это у них очень острый вопрос, очень животрепещущий вопрос и крайне серьезно влияющий на внутриполитические настроения. Можно ли с этим что-то будет сделать в будущем? Возможно, но пока этот вопрос продолжает очень сильно влиять на электоральные настроения, на внутреннюю политику, и этот вопрос активно используют разные участники предвыборного процесса в борьбе. И получилось следующее, что никто, кроме Соединенных Штатов и Великобритании, ничего вбрасывать на мировой рынок не стал, но Великобритания владелец настолько огромных запасов, что вбросили они всего 8 миллионов, которые мировой рынок проглотил и не заметил. Да, собственно говоря, и влияние американской распродажи тоже было, прямо скажем, минимальным. Однако там цены снижались, но снижались из-за существовавших на тот момент, скажем так, пандемийных факторов, а не из-за самого фактора распродажи. В 2022 году тоже распродажа была, ее эффективность была предельно низкой, но тем не менее при большом желании какое-то влияние там можно усмотреть, хотя в действительности в большей степени на рынок влияли другие факторы, включая сокращение, а потом восстановление добычи в России, включая сложности с спросом на нефть в Китае, который, опять же, тогда еще находился в режиме нулевой толерантности по отношению к любым вот этим вот проявлениям следов пандемии. Вот. И вот эти факторы в большей степени сказались на стабилизации цен, чем распродажи, которые Штаты предпринимали. Притом сам факт распродажи уже тогда стал важным внутриполитическим фактором. И буквально президенту Байдену, мы на этом канале даже об этом тогда рассказывали, задавали вопрос. А вот скажите, задавали в сентябре вопрос, а вот скажите, это ж вы устроили вот эту вот распродажу просто для того, чтобы за демократов проголосовали на промежуточных выборах, да? Нет, честно ответил Байден и продлил срок распродажи до декабря. Так просто совпадало, что срок распродажи заканчивался в ноябре, вот прямо перед выборами. Ну, просто совпало, понимаете? Ну, случайность. Понимать надо. И тут и тут сам фактор распродажи начал играть роль такого, ну не триггера даже, но маркера для внутриполитических вот этих настроений, для электоральных настроений, что если вы начинаете распродавать запасы, это нехорошо. Потому что вы распродаете наше национальное достояние, наше государственное, то, что вот накопили. Вы кому распродаете? Может, вы еще и в Китай продаете? По этому поводу там тоже спорили. Там тоже много копий было сломано. Но сейчас Трамп, который шел
на выборы, критикуя распродажу запасов, который рассказывал о том, что при нем цены будут снижаться, столкнулся с последствием своих непродуманных действий, откровенной глупости, искусственного интеллекта и тех идеальных работников, которые этим искусственным интеллектом пользовались при планировании операции. Ну, в общем, вот эта толпа, зато традиционно настроенные, зато антиглобалисты, понимаете? Вот, кстати, чем поведение антиглобалистов Трампа отличается от поведения глобалистов? Я, извините, запутался. У нас так интересно рассказывали про антиглобализм Трампа. А чем он отличается? Напишите в комментариях, ладно? Чем? А то, ну, понимаете, мы запутались. Выглядит так, как будто от перемены говорящих голов, как мы тут предполагали, в Белом доме ничего не поменяется во внешней политике. И, знаете, выглядит так, как будто ничего, в общем, не поменялось. Как атакуют другие страны, так и продолжают. Как атаковали, так и продолжают атаковать. Как, как пытались навязывать свою волю, так и пытаются навязывать. Прям даже загадка. Так в чем там антиглобализм Трампа? Напишите, напишите. Прям очень интересно, очень. Ну, кроме риторики, кроме маркетинга, кроме того, что помогает отстраиваться от конкурента. Качество продукта от этого не меняется. Продукт такой же. Обертку разворачиваете, а там оно. Либо сэндвич с этим, либо клизма, как в одном замечательном мультфильме изображали американские выборы. Так вот, возвращаясь к нефтяным запасам и к прочему. Трамп начинает распродавать запасы. Ну, как это должно быть воспринято? Воспринимается негативно. А это, в свою очередь, означает, в рамках нашей уже беседы, что Соединенные Штаты Америки и прочие игроки не рассчитывают на скорое завершение конфликта. Но они рассчитывают, что конфликт завершится в течение месяцев, в течение которых удастся стабилизировать ситуацию хотя бы на нынешнем уровне, то есть обеспечивать тот уровень поставок, который достигнут в настоящий момент, и парировать возникающие риски за счет стратегических запасов. Насколько может хватить этих стратегических запасов? Если попытаться, так, знаете, прям вот широкими мазками посчитать, то минимум на 40 дней. Минимум. Может больше, может на 2 месяца. А если, знаете, растягивать, смаковать и вводить режимы ограничений, то может и на 3 месяца хватить этих запасов. Тут можно сказать, ну погодите, импорт в Соединенные Штаты нефти составляет там 6 миллионов, 5-6 миллионов баррелей в сутки. Значит, если они высвобождают вот эти вот свои объемы, ну, надо, наверное, от этого плясать. Они же будут импорт парировать. А тем более они могут что-то сэкономить. Людей призовут, мол, не надо ездить по одному в машине личной. Езжайте вчетвером, а лучше в пятером. Собери соседей и едь. Экономь бензин. И тогда спрос на нефть у них сократится. И вот все, они пропетляют дольше. Но проблема вот в чем. Нефть – мировой товар. И если вы высвобождаете свои запасы для удовлетворения внутреннего спроса, вы не решаете мировую проблему. И еще раз, мы сейчас находимся в стадии прерывания стабильности поставок. Какие-то запасы коммерческие еще есть прям в регионе, не путать со стратегическими. Какие-то объемы еще идут на танкерах и дойдут скоро до покупателей, которые были загружены. Ну, тем более есть поставщики, и их много, которые вообще не связаны с Ближним Востоком. То есть прерывание поставок, прерывание стабильности поставок. Как было, когда стали блокировать судоходство в Красном море. Ну, пустили танкеры в обход Африки. Да, не вовремя, но к вам все-таки приехали эти ваши объемы нефти. А вот если сейчас мы от стадии прерывания поставок перейдем к стадии дефицита, то случится следующая картина. Либо стратегические запасы будут полноценно распределяться, не распределяться, продаваться. Таким образом, чтобы парировать возникающий дефицит в первую очередь, стран-держателей этих стратегических запасов. Но при этом дефициты локальные будут возникать, будут сохраняться. И это, в свою очередь, будет влиять на то, что люди побегут покупать нефть где-нибудь еще, перепокупать, через вторые, третьи руки покупать ее, и цены будут расти.
То есть формально вы будете высвобождать по каким-то определенным, может быть, даже фиксированным ценам, а потом вам даже что-то компенсируют за то, что вы так дешево продавали свою нефть. Ну, допустим, так это вот будет происходить. Но в общем и целом ситуацию в мире это не очень успокоит. Хотя успокоит. Давайте сейчас сложно объясню. Еще раз. Прерывание поставок идет. То есть вы рассчитываете, вот вы потребитель нефти, рассчитываете на то, что к вам за неделю будет приходить один супертанкер, который везет 2 миллиона баррелей в сутки. Который везет 2 миллиона баррелей. У вас получается 2 миллиона баррелей в сутки. Вот вы их потребляете. У вас несколько нефтеперерабатывающих заводов, вам нужен вот такой объем. Один из этих танкеров, один из 7 идущих за неделю, идет с Ближнего Востока, допустим, из Саудовской Аравии. Он исчез. Ну, нет его. Он не идет к вам по тем или иным причинам. Вы можете отказаться от переработки вот этой 7 части нефти, которая вам нужна, либо найти эту 7 часть на других рынках. Но таких, как вы, оказывается множество. Потому что отдельные страны защитили себя за счет откупоривания вот этих вот кубышек. И они продают на своем внутреннем рынке, и их потребители защищены. А в других странах нет. Эта защита не работает. И вы идете и покупаете нефть. Вы перепокупаете ее через вторые руки. Да, $200 за баррель, может быть, и не будет. Но стабильные 100, 120, может, $130, да, в такой ситуации будут поддерживаться постоянно. И тут возникает еще один вопрос. Когда закончится конфликт? То есть $200, давайте, мы убираем с повестки, если конфликт заканчивается за несколько, 2-3 месяца, запасов, которые сейчас вот будут вбрасывать на рынок, хватит для купирования части выпадающих объемов. Ну, США, импортируя 5-6 миллионов баррелей в сутки, понятно, не все эти объемы импортируют из стран Персидского залива. Половину из Канады. Из стран Персидского залива, допустим, процентов 20 примерно. Значит, 20% нужно будет заместить. Хватит ли для замещения этих 20% стратегических запасов? Хватит. Вроде как проблема решена. Нет, проблема не решена, потому что на какой срок вы будете, на какой срок конфликта вы рассчитываете? Если он затянется на полгода, вы рассчитываете на такой срок? Вам запасов хватит, которые вы откупорите и будете продавать? А если вам хватит запасов, а другим хватит запасов, вы же часть мирового рынка. На вас будут транслироваться цены, которые будут формироваться вокруг вас. И кроме того, ну, к огромному неудовольствию, наверное, руководства Соединенных Штатов, далеко не вся та нефть, которая добывается в США, потребляется в США. Я слышал мнение о том, что США хотят просто переключить на свою нефть потребителей с Ближнего Востока, прошу прощения, потребителей ближневосточной нефти. Ну, то есть, мы выключаем Армузский пролив, это хитрый план. Это хитрый план. Это не тупость Трампа, это хитрый план. Ну, допустим, выключают нефть с Ближнего Востока и начинают всем отправлять свою нефть. Потому что США кто? Нефтяной нетоэкспортер. Ну, постойте, я же только что сказал, что они импортируют. Ну, я вот говорил недавно, что они импортируют больше, чем экспортируют. В смысле, они нетоэкспортер? Кто врет? Никто не врет. Они, правда, нетоэкспортер нефтяной. Они импортируют нефти и нефтепродуктов меньше, чем экспортируют. Но, если мы нефтепродукты убираем, оказывается, что импортируют они нефти больше, чем экспортируют. Что в свою очередь заставляет нас задуматься, погодите, а Соединенные Штаты точно полностью защищены от влияния мирового рынка? Нет, не полностью. А американские компании будут экспортировать нефть? Ну, если вдруг внутри там начнут закручивать гайки, каким-то образом пытаться играться с ценами на внутреннем рынке. Будут ли они пытаться максимизировать экспорт нефти? Во-первых. Во-вторых, да даже если не будут пытаться максимизировать экспорт, они не могут направить значительную часть добываемой в стране нефти на внутреннее потребление.
У них там и логистика против, и нефтеперерабатывающие заводы не приспособлены конкретно под эти сорта. С этой проблемой, конечно, можно справиться. Ну, можно справиться. Но еще раз, логистика тут опять включается, которая не позволяет это делать. Поэтому вы добываете и отправляете из Мексиканского залива, или, как любят говорить американцы, Американского залива, куда-нибудь еще. Кстати, я жду, когда Ормузский пролив назовут проливом Трампа и объявят о великой победе. Мне кажется, вот к чему-то такому надо прийти. Сказать, все, мы победили, теперь Ормузский пролив Трампа, а у кого? Они тоже на своих картах так напишут? Нет, только мы на своих так напишем. Ну что ж, тоже похоже на победу. Ну вот ждем чего-то такого. Вот. А пока мы с вами находимся в ситуации, когда нефтяной рынок, резюмируем, когда нефтяной рынок уже на пороге дефицита, физического дефицита, запасов не бесконечное количество, потребление пока не сокращается, по крайней мере, теми темпами, которые необходимы для парирования возникших рисков, а вброс запасов стратегических не решит проблему, а лишь позволит поддерживать цены на текущем или около того уровне. Притом это если повезет. Если не повезет, да, цены могут уйти выше. А пока мы говорим про нефть, дорогие друзья, и обсуждаем, что ж там, когда же будет $200 за баррель, газ дорожает, потому что стратегических запасов газа нету. Газ дорожает, потому что Катар не производит, не отправляет. Дорожают продукты переработки газа и нефти. Притом не совсем очевидные продукты. Я их уже упоминал вроде бы. Полипропилен, полиэтилен, метанол, гелий. Гелий тоже сейчас будет дорожать. Притом дорожать существенно. Потому что треть гелия не поставляется. И гелий это не только шарики. Ну и газ продолжит дорожать, скорее всего. Скоро лето. И если конфликт не закончится в ближайшее время, это лето будет во всех смыслах, простите за неловкий каламбур, огненным. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, подписывайтесь на канал в Макс Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также будем вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.